Как правильно ответить на вопрос «Расскажите о своих недостатках». 99% кандидатов, слыша этот вопрос, начинают нелепым ответом себя закапывать, нервничать и в итоге оставляют о себе плохое и неправильное впечатление. Сегодня в этом видео я расскажу вам, для чего задают этот вопрос, каким ответ точно не должен быть и каким ответ должен быть, чтобы оставить о вас лучшее впечатление и вы получили свою желаемую работу. Всем привет, меня зовут Александр Дегтярев, и на этом канале мы говорим о том, как сделать преуспевающую карьеру. Подписывайтесь, смотрите другие ролики про собеседование у меня на канале, ну а мы начинаем. Давайте сперва обсудим топ-4 ответа, которые точно нельзя озвучивать. И номер один в этом списке говорит то, что у вас их нет. Вы знаете то, что это не так, а работодатель уж тем более об этом знает. И гробить себя на этом моменте точно уже не стоит. Номер два. Никогда не говорите о том, что вы не задумывались над ответом или, например, у вас никогда не спрашивали. Это лишь покажет то, что вы увиливаете от ответа и вы нечестны. Номер три. Нельзя маскировать свои слабости под достоинство. Ну, например, говорить о том, что вы много работаете, вы трудоголик, вы перфекционист, стараетесь все делать идеально. Это лишь показатель того, что вы снова увиливаете и вы нечестны. И номер 4 в этом списке – это никогда не говорите о своих чертах характера. Потому что работодатель будет понимать о том, что с этим ничего нельзя сделать, вы просто ставите его перед фактом, и он в ступоре. Ну, например, не стоит говорить о том, что вы прямолинейный, о том, что вы нетерпеливый, либо еще какой-то другой человек. И важно понимать, что в момент, когда вы слышите этот вопрос, вас оценивают на зрелость, на адекватность, на честность, на ту личность, которая умеет работать со своим прошлым и работать над собой. А помимо этого, работодатель хочет обезопасить себя. Именно поэтому он заранее узнает о тех рисках, с которыми потенциально они могут столкнуться, чтобы в дальнейшем взвешенно принять решение и не жалеть. И теперь давайте наконец-таки обсудим, каким должен быть ответ. И номер один правило – это важно говорить о тех качествах или скиллах, которые, во-первых, будут релевантны на данной работе, во-вторых, они будут возникать в определенных ситуациях, и в-третьих, их можно откорректировать или исправить. Ну, например, по себе говорю, в стрессовой ситуации я могу что-то забыть сделать или что-то запомнить. И тут мы переходим к пункту 2. Важно объяснить, как вы работаете со своим недостатком. Ну, например, поэтому, чтобы вспомнить о задаче, я сразу открываю календарь и ставлю себе напоминание об этой задаче. Меня это спасает. И то есть по итогу я признаю, да, у меня есть этот недостаток, но я прикладываю усилия для того, чтобы в итоге этот недостаток свести на нет. А теперь самое важное. Перемотайте это видео назад, подумайте, какие у вас есть недостатки, как вы над ними можете поработать и заранее подготовьтесь к собеседованию. Также посмотрите другие видео про собеседование у меня на канале, а для тех, кто хочет идти дальше, у меня есть ссылка в описании, где вы можете узнать, как я могу вам помочь получить желаемую работу.